Привет, YouTube! Категорически всех рад приветствовать на своем канале. Сегодня видео будет посвящено теме вопроса одного из моих подписчиков, либо комментаторов, кто в комментарии это написал. Задал вопрос, то есть сказал о том, что почему данный телевизор не показывает четко, не показывает плавно, якобы не показывает. Ну, может, у кого-то не показывает плавно, я не знаю, как кого. Я делюсь собственным опытом на своем канале. У меня канал называется Experience, что в переводе означает опыт. Я делюсь своим опытом, ничего не рекламирую, сразу вас хочу в этом убедить. Развеять мифы какие-то, может, кто-то там думает, что я там, не знаю, проплаченный, не проплаченный блогер. Этот телек я купил за свои собственные деньги. Вот, и снимаю просто свой опыт, снимаю контент. Если будут какие-то косяки, конечно, тоже буду их снимать. Ну, пока у меня все, то, что снимаю, основано на положительном опыте. Итак, вопрос был какой? Вот я, видите, нашел специально тестовые ролики на YouTube. Все снимаю одним кадром, чтобы никто не думал, что это постановочные видео и так далее. Тест Брюса Уиллиса. Мне говорили, что вот типа этот телевизор, он якобы, там этот тест заваливает, что якобы плавности нет. Ребят, я это видео снимаю в 4К 60 кадров в секунду. Ну, специально для YouTube, чтобы как бы контент был нормальный. Я могу на камеру снять и в 1080p 120 кадров в секунду контент, но он в любом случае в YouTube зальется 60 кадров в секунду. Я не могу в лучшем качестве заснять, поэтому дергание я не вижу. Я не знаю, можете посмотреть сами. Вот, смотрите, есть ли тут дергание какое-нибудь? Все плавно. Мне написали, что этот телек, он там кряхтит, там, я не знаю, дергается картинка. Вот сами можете видеть. Я с YouTube, например, снимаю. У меня эти ролики, кстати, есть еще на флешке. Я перед покупкой телевизора я проверял, с флешкой ходил в магазин, чтобы убедиться. Все четко. Ну вот. Теперь смотрите. Я сейчас отключу уплавнялку. Отключу уплавнялку, и вы посмотрите. Вот у меня сейчас, видите, режим спорт стоит. Уплавнялка вот тут вот находится. Еще вот четкость, еще вот тут вот есть в этом вот разделе настроек. Вот. Видите, удаляет там шум. Вот тут вот снести случайный шум. Короче, вот он режим движения. Вот четкость, видите, я полностью просто вырубаю его. Вот сейчас вырубаю, и вы сейчас посмотрите. Какая будет картинка без уплавнялки. Вот она действительно будет дергаться. Вот смотрите. Продюсеры Лоренцо Ди Бонавентура вот смотрите, и как Марк все. Вахрадян. Ну вот, вам, наверное, очевидно, да, как все дрыгается. Вот, без уплавнялки вот такая картинка. С уплавнялкой вы только что видели. Сейчас я еще включу вам ролик «Японка на веревке». Без уплавнялки и с уплавнялкой. Я надеюсь, как бы и так все понятно, да, сильно затягивать не буду. Вот знаменитый тест, кстати, который меня лично не устраивает по качеству. Вот, посмотрите, вот тоже. Видите, какая вот шлейф, дрыгание. Вот видите? Сейчас паузу нажму. Я не буду выходить даже из этого ролика для чистоты эксперимента, чтобы кто-то потом мне, может, найдутся те, даже кто скажет: ты специально вышел из этого ролика и заново зашел. Я, кстати, на самом деле приятно удивлен, что у нас настолько дотошные есть люди. Я думал, что я очень сильно придирчивый к технике, да. Но благо, что есть такие люди, которые еще более придирчивые меня. И меня, если честно, это очень сильно улыбает и умиляет. В хорошем смысле, вы не подумайте, не в плохом, а в хорошем. Почему? Потому что, благодаря таким людям, как мы с вами, наверное, которые придирчивы к технике, к контенту там и так далее, да, то есть благодаря этому производители стараются
стараются делать технику для нас лучше и жизнь лучше для нас стараются делать. В общем, смотрите, вот что я опять в воду лью, сейчас кто-нибудь скажет. Ладно, режим движения, вот четкость движения я включил. Не буду динамическое ускорение включать, в нем вообще смысла никакого не вижу, как бы для просмотра телевизионного контента. Назад перематываю, смотрим. Вот смотрите. Видите, какое дергание или нет? Вот честно вам признаюсь, да, сейчас чуть потише сделаю. Честно признаюсь, я не знаю, кто мне пишет комментарии. Я затрудняюсь ответить на этот вопрос, по какой причине, объясню. Конечно, может быть, некоторые люди дотошные, такие же, как я, да, например. Кто-то не верит, кто-то, может, от нечего делать, сидит там, пишет комментарии. Ну, пусть ладно, это личное дело каждого. Кто-то, может быть, хейтит специально эту технику. Я не топлю за эту технику, ребят. Я не являюсь каким-то амбассадором компании TCL. Хотя я знаю, что такое амбассадор. Я долгое время работал в торговле, в продажах, больше 12 лет еще и занимался тренингами. То есть я обучал еще людей продажам, да, и как бы с техникой знаком. Вот. И могу вам сказать, что... Что я могу сказать? Что если речь заходит о технике, да, есть такие люди, да, которые там специально пишут плохие комментарии к той или иной технике. Или наоборот, хорошие комментарии пишут, платные, проплаченные. Кто-то проплаченные, плохие комментарии пишет. Для того, чтобы, ну, это влияет так или иначе на рынок спроса. Я ни за что здесь не топлю, еще раз поясняю, я не топлю за качество этого телевизора. Я делюсь своей техникой, тем, чем я сам пользуюсь, и своим опытом. Я, кстати, хочу еще дополнительно отдельные на своем канале сделать разделы, ну, с той техникой, другой, которой я пользуюсь, как бы, да, своими какими-то рекомендациями при выборе. Я надеюсь, вам это понравится. Если интересно, пишите комментарии, свои лайки ставьте под видео. И вот, я что хотел сказать, свою мысль закончу. Я хотел сказать, что в объективности в наше время очень мало. Цель моего канала – донести до вас какую-то информацию полезную, основанную на моем опыте. Если я столкнусь с какими-то проблемами, да, в использовании своей техники, я обязательно этим поделюсь. Я не собираюсь тут, знаете, нахваливать сугубо. Но в то же время засирать, извините за выражение, да, ту или иную технику не по делу я не люблю. Я лучше разберусь сначала, да, и потом как бы все расскажу. Вот. А касаемо того, что кто-то там может писать комментарии, которые, кстати, влияют на рынок, влияют на интересы покупателей, на выбор покупателей и на продаваемость того или иного бренда или той или иной модели. Это влияет очень сильно. И поэтому я от себя вам говорю, сходите в магазин, там, не поленитесь, закачайте на флешку вот эти ролики, прям напишите в ютубе, там, тест Брюса Уиллиса, там, тест телевизора, закачайте их, сходите в магазин и проверьте сами любой телевизор, который вы хотите приобрести перед покупкой. Магазинов полно. В сети ДНС есть телеки, там, в М-видео, не знаю. Это не реклама, так, к сведению, да. Это там, где я сам, например, схожу, смотрю, выбираю технику. Поэтому сходите, посмотрите. Я, кстати, вот сегодня приобрел наушники взял беспроводные. Ну, такие обычные, за 5000 они мне обошлись со скидками. Кому интересно, пишите в комментариях, я могу снять видео о них, рассказать, что за модель, почему мой выбор пал на них и как я воспользовался скидкой, и какие есть возможности, варианты скидки, либо покупки в рассрочку, и какие есть особенности, нюансы тоже связаны с теми же рассрочками, если вы что-то берете, например, беспроцентный. Сейчас много вариантов, сплит от Яндекс, например, еще прочие там есть. Я могу этим поделиться, поэтому пишите комментарии. Ладно, немножко съезжаю с темы, значит, смотрите. Это вот тесты на плавность движения. Вот давайте вот этот еще тест, я, кстати, по-моему, не смотрел. Это давайте посмотрим. HDR10. Так, сейчас один моментик. Ой, что тут у нас? Режим спорт. Движение. Да, я движение включил. Так, смотрим. Давайте с самого начала. Мне даже, кстати, вначале показал, что этот ролик, он какой-то дерганый. Вот. Нет, все плавно.
Это, видимо, из-за того, что я сижу, играю с этими настройками, то включаю, то отключаю, и этот ролик вначале уж показался, как дергается что-то. Вот видите, все плавно, ничего не дергается. Ну вот смотрите. Кто-то, говорит, не может смотреть в подобном режиме фильмы, потому что какое-то мыло, кто-то там жалуется. Я не знаю, я для себя не вижу никакого тут мыла, все четко вроде. Еще зависит, конечно, от контента. Смотрите, в нормальных, платные, лучше покупайте фильмы, хотите в хорошем качестве посмотреть фильм. А не, понятно, там с каких-то торрентов скачанные там и так далее. Ладно, не суть. Так, смотрите, еще тест. Давайте, наверное, голосом даже. Кстати, голос здесь не совсем прям четко срабатывает. Тест на, получается, тест ТВ. Тест телевизора. Видите, не срабатывает. Тест телевизора. Так. Снайперы. Не, я не эти ролики ищу на самом деле. Знаете, какие? Какой-то ролик еще был интересный. Тест с Вином Дизелем, по-моему. Так. Тест телевизора с Вином Дизелем. Нет этого видео. Блин, я не могу вспомнить, как назывался тот фильм. Что-то связанное там, знаете, какой-то военный фильм. Тест телевизора, наверное, на плавности. Наберу сейчас, там был вроде. Так. Тест телевизора на плавность картинки. Видите, четко находит все. Какой-то же фильм. Ну что ж такое-то, не могу найти. С Вином Дизелем. Не подготовился я, надо было поискать предварительно, наверное. Ну, не знаю, ребят, я надеюсь, уже 12 минут снимаю видео, я надеюсь, ответил на ваш вопрос касаемо плавности картинки. Почему, еще раз, я не знаю, может, я уже говорил об этом, просто уже второй или третий дубль снимаю. Почему я снял это видео, да? Вроде на эту тематику уже снимал, уже разъяснял все, и все равно мне под комментарии, под тем даже видео, где там картинка, да, я там показывал, рассказывал, разъяснял, да, пишут все равно, ты, не видел, как этот телевизор отображает картинку, там, в тесте с Брюсом Уиллисом, там, он вообще, не справляется. Ну как, ребят, как он может не справляться, если в том видео, про которое я снимал контент на своем канале, там я вставил как пример фильм «Джон Уик